Друзья, приветствую вас на канале Ульяны Силиной. Сегодня, 17 сентября 2022 года, мы находимся у входа в крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта – Карнакский храм. Перед нами макет храма. Строиться Карнакский храм начал примерно в 20 веке до нашей эры, и каждый фараон после этого так или иначе достраивал часть храма. В общей сложности на строительство комплекса ушло 13 столетий. Карнак состоит из 33 храмов и залов. По сути, это музей под открытым небом. Комплекс посвящен фиванской триаде богов – Амону-Ра, его супруге богине Мут и их сыну, лунному богу Хонсу. Перед входом на территорию храма я сфотографировала деревянную модель солнечной барки с бараньими головами египетского бога Хнума на каждом конце лодки. Сбоку лодки, прямо по центру, нанесены гравюры богини Исиды с крыльями вокруг скоробея, символизирующего бога жука Хепри. Сейчас мы направляемся к храму Амона. В наше время вход на территорию храма Амона начинается на древней пристани, украшенной обелисками Сети II, от которой аллея овноголовых сфинксов, созданная при Рамзесе II, ведет к первому пилону. В ногах у овноголовых сфинксов можно увидеть фигурки фараона Рамзеса II. Первый пилон храма Амона, гигантское сооружение высотой 40 метров, так и остался незаконченным, что прекрасно видно по его недостроенной левой половине, необтесанным блокам, встречающимся в кладке, и полному отсутствию декорирования. Мы находимся с обратной стороны первого пилона, в первом дворе. Перед нами колосс Рамзеса II и его дочери Бент-Анат перед вторым пилоном. Это также полуразрушенная статуя Рамзеса II. В первом дворе также можно найти сфинкс фараона Тутанхамона. Вот его фотография. Второй пилон, и за ним виднеется большой гипостильный зал. Ну а мы же, находясь еще в первом дворе, посетим храм Рамзеса III. Кстати, в первом дворе расположена единственная сохранившаяся колонна Тахарки, 25-я династия. Бараноголовые сфинксы с фигурками Рамзеса II в образе Осириса. Это часть аллеи сфинксов, которую мы видели ранее. Сфинксы же, оказавшиеся внутри нового двора, были сдвинуты к его боковым стенам. Заходим в храм Рамзеса III. Внутренний двор храма Рамзеса III. Ассирические статуи фараона. Мы же прошли второй пилон и заходим в большой гипостильный зал, состоящий из 134 колонн. Простой народ допускался только во двор храма, а в гипостильный зал попадали лишь избранные, высокие должностные лица, военачальники, писцы. Это помещение приобрело нынешний вид при фараонах XIX династии Сете I и Рамзесе II.
Крыша зала, не сохранившаяся до наших дней, поддерживалась с помощью 134 колонн по 16 рядов. Перед нами 30-метровый обелиск царицы Хатшепсут, выполнен из одного куска розового гранита. Примерный вес 343 тонны. На выходе же из гипостильного зала обелиск фараона Тутмоса I имеет высоту более 20 метров и весит около 140 тонн. Между четвертым и пятым пилонами расположен узкий гипостильный зал, сооруженный по проекту архитектора Инени во времена Тутмоса I и украшенный колоннами и ассирийскими статуями царя. К сожалению, перестройка, затеянная Тутмосом III, лишила зал Инени изначальной соразмерности. Списки народов, покоренных фараоном Тутмосом III. За шестым пилоном располагается так называемый зал аналов Тутмоса III. Центральную часть зала занимает гранитное святилище ладьи Амона. Гранитное святилище, предназначенное для ладьи Амона, создано при Филиппе Аридеи, преемнике Александра Македонского, на месте более древнего сооружения Тутмоса III. Оно состоит из двух частей разной высоты. В западной, ближе к входу, совершались жертвоприношения, а в восточной стояла священная барка. Сюда разрешался вход только фараону и верховному жрецу. Камень в форме параллелепипеда – это жертвенник. Сюда символически приходил Бог и поедал жертву. Статуи бога Амона слева и богини Амонет справа, возведенные во времена фараона Тутанхамона. Амонет – богиня, считающаяся женским аналогом бога Амона. Впоследствии вытеснена богиней Мут в качестве пары Амона.
Проходим гранитные ворота с именами Тутмоса III и заходим в святилище его мачехи, царицы Хатшепсут. На стене можно увидеть рельеф, где бог гор и бог Тот совершают ритуал очищения или омовения женщины-фараона. Изображение же самой Хатшепсут старательно стерто ее пасынком Тутмосом III. На всех рельефах Тутмос III дал волю своему гневу и методично уничтожил изображение ненавистной мачехи, на 2 десятилетия отстранившей его от власти. Переходим к восточной части Карнакского комплекса. Идем по направлению к великому юбилейному храму Тутмоса III, персональное культовое помещение на задворках святилища Амона. По обе стороны от входа в храм сохранились рельефы и поврежденные статуи Тутмоса в ритуальном одеянии. Капители колонн окрашены в синий и белый цвета. Балки с резными изображениями соколов и сов, знаками Анха и другими символами тоже имеют яркую раскраску. В христианскую эпоху зал использовался под церковь, поэтому на некоторых столбах сохранились лики святых. Выходим из зала празднеств Тутмоса III. Справа на стене можно увидеть рельеф с изображением Сизостриса I, восседающего на своем троне, за которым следует его Ка, символически изображенный в виде знака с гербом. Давайте рассмотрим вблизи четко выгравированное изображение берберийского льва. От юбилейного храма Тутмоса III движемся к южной части комплекса по направлению к священному озеру. Рядом с озером находилось небольшое помещение, где жили гуси, священные птицы Амона. Верхняя часть упавшего обелиска Хатшепсут. Рядом с озером расположена статуя священного скоробея. Это воплощение Хепри, бога утреннего солнца. Строительные работы по возведению необычной статуи велись при фараоне Аменхотепе III. Изваяние стоит на колонне рядом с храмом Амона. Древние египтяне отождествляли жука с движением, небом, солнцем, молодостью души, новым началом и бесконечностью жизни. Священное озеро представляет собой внушительный по своим габаритам искусственный водоем, раскинувшийся на территории Карнакского храмового комплекса. Озеро было вырыто Тутмосом III для ритуальных омовений и плаваний. Уровень озера поддерживался исключительно за счет грунтовых вод. Размеры озера 120 на 77 метров. Полюбовавшись священным озером, движемся к 7-му пилону. Вдоль северной стены 7-го пилона выстроились 4 царские статуи.
Седьмой пилон создан по указанию Тутмоса III, и в дверных проемах мы видим несколько сцен с участием фараона и богов. Южная стена седьмого пилона. Здесь мы видим колоссы Тутмоса, стоящие перед южной стеной, выполненные из розового ассуанского гранита, но сильно разрушенные. Остатки свидетельствуют о высоком качестве исполнения. Основную площадь южного фасада занимают традиционные изображения Тутмоса III, побивающего пленных перед Амоном и Уасет, в окружении названий покоренных городов и местностей. Перед завершением нашей экскурсии посетим еще два интересных места. Более 300 блоков разобранного еще в древности красного святилища Хатшепсут было обнаружено в 1950-х годах. Они использовались в качестве наполнителя внутри других структур. Реконструкция святилища в том виде, как оно, вероятно, выглядело во времена Хатшепсут, была завершена в 1997 году группой французских и египетских экспертов. Диоритовые статуи Сехмет, перемещенные из храма Мут. Так называемое Белое святилище, Белая капелла Сенусерта I, 12-я династия, древнейшее из дошедших до нас строений на территории храма в Карнаке. При Аменхотепе III, 18-я династия, оно было разобрано, и его блоки использовались как наполнитель для третьего пилона. Белое святилище славится высоким качеством исполнения иероглифических надписей. На этом наша экскурсия подошла к концу. Благодарю вас за внимание. Не забудьте подписаться на мой канал. До скорых встреч!